flowing with the tide, the universe inside. The answers come to me, they set my spirit free. Всем привет, мои невероятные! С вами снова я, ваша Каролайн, и это, как всегда, гадание с любовью. Мы сегодня с вами посмотрим на ваших 4 королей мысли, чувства, действия. Прежде чем начать, я настоятельно рекомендую: заварите себе чайочек, кофеечек, сядьте поудобнее, настройтесь на информативный и позитивный расклад, по крайней мере, я так надеюсь, он будет таким. Мужчины, давайте смотреть последовательность ваших королей. Первый король — это король мечей, близнецы, весы, водолей. Второй король — это король жезлов, овен, лев, стрелец. Третий король — это король кубков, рак, скорпион, рыбки. Четвертый король — это король пентаклей, телец, дева, козерог. Мужчины на столе, я надеюсь, чай, кофе тоже. Я готова. Поехали. Первый вариант — это король мечей. Девочки, кто загадал короля мечей, здравствуйте. Смотрим вашего мужчину, его мысли, его чувства и действия. Загадывайте сроки. Давайте, будет ли он действовать, загаданный вами срок. Если да, то как? Если нет, то почему? Дно колоды, что там, тройка кубков, не знаю, шут, тройка кубков, четверка жезлов. Либо у человека какой-то сабантуйчик намечается, либо человек хочет все-таки с вами встречи, пытается как-то подсмотреть, подыскать возможности, может, ожидает какого-то, знаете, вот какого-то вот с вами контакта. Либо вообще, может быть, реально у человека там, не знаю, на вечер сегодня планы какие-то, потому что реально он в чем-то вот таком, он как будто бы что-то хочет сейчас от чего-то освободиться. Может, опять же, я сегодня там в пятницу смотрю, может, у человека выходные, и он такой: быстрее бы эти выходные, потому что человек сейчас живет как будто бы вот в состоянии отдыха, хочется ему быстрее в отдых пойти. Есть вероятность, что, конечно, это о вас. Десятка жезлов, не знаю, четверка жезлов, реально, может, человек сейчас загружен работой и вот ждет, пока у него будет выходной, в ожидании выходного. Либо такой, знаете, вот если вы уже прям смотрите, когда у человека вот уже прям такой вечер, отдых, то он, знаете, как наслаждается этим, потому что вот человек реально вот сейчас вот прям полностью вся энергия в отдых. Давайте, что он думает о вас? Королева кубков, девятка мечей, восьмерка пентаклей. У человека здесь сразу выходит, во-первых, вы как королева кубков. Мы сейчас не смотрим треугольники, меня это не волнует. Это как если у вас там какая-то такая история есть, мы смотрим четко про вас. Королева кубков — это любимая женщина. Любимая женщина, которая вызывает у человека большое количество страхов и переживаний. Либо от того, что он вам не даст, стабильность, которую хотел бы вам дать, либо здесь о том, что человек не может взять какую-то на себя ответственность и боится вас потерять, к примеру, потому что, вы выходите королевой кубков, явно здесь страх потери, вашей потери, но, возможно, опять же, девятка мечей — это страхи, восьмерка пентаклей — это о стабильности, материальной, физической, не знаю, финансовой. Нет, он вас потерять не хочет, почему? Потому что сила, даже если эта история закончилась, у человека есть, опять же, тут, кстати, может быть страх того, что он, долго передержал, знаете, там, не выходил на связь, либо долгое время не вкладывал сам что-то. Но здесь явно вопрос в том, что он вам чего-то боится не дать, того, что вы на что вы заслужили, императрица, а вы как бы, извините, на это заслужили. Может, знаете, если там достаточно токсичный король мечей, может быть такое, что попытка преуменьшить вашу ценность, да, то есть подсознательно человек может там создавать эмоциональные качели для того, чтобы понизить вашу ценность, уменьшить. Почему? Потому что есть страх того, что вы поймете, насколько вы ценные, на что вы реально действительно заслуживаете, и поймете, что он на самом деле даже половины вам дать не может. И тут даже дело не в деньгах. Может, конечно, он с материальной точки зрения смотрит, но тут скорее не только в этом дело. Семерка пентаклей, смотрите, королева жезлов, какая вот десятка пентаклей, справедливость, явно вы заслуживаете на что-то большее. У человека здесь есть переживания и страхи в отношении вас. Окей, чувства к вам. Туз пентаклей, башня и карта мира. Добрый день вообще. Башня такая
Такая интересная колода. В этой, точнее, в этой колоде, да, тут же не про разрушение, а тут про молнию, про грозу. Про то, что явно вы в его жизни внесли какое-то очень хаосное внутреннее состояние, потому что, скорее всего, столкнули его с тем, что ему нужно посмотреть на себя под другим углом. Это все-таки туз пентаклей, давайте так, это же про ценность, это же про качество. И, возможно, через призму вас он видит отсутствие своего собственного качества. Ему приходится, вот его внутри очень сильно штормит. Почему? Потому что человеку нужно поменять жизнь, человеку нужно расти. С вами в стагнации не побудешь. С вами человек не будет находиться вот в том состоянии, к которому он привык, и находясь рядом. То есть тут нужно как будто бы даже не то чтобы выбор, а понимание, что тебе важнее и ценнее. И понимание того, что ради того, что тебе важно и ценно, нужно что-то поменять. А это внутри вызывает большое количество бури и эмоций, потому что это разлом привычного образа, и это всегда больно. И это всегда, кстати, может вызывать у кого-то агрессию, злость, ненависть, странное поведение, попытку саботировать отношения, разорвать отношения, поменять отношения. Даже, понимаете, вот даже если у человека там найдет там, кого-то он там в перспективе, там не вас, это сейчас, ну, какая-то единичная история. Ну, я имею в виду, что если вы там с этим человеком вместе, все хорошо, да, у человека внутренняя буря, есть понимание того, что ради вас нужно поменять свою жизнь, трансформировать от и до. Но если вдруг вы с этим человеком сейчас не вместе, и там, он, не знаю, там, пытается жить дальше новой своей жизнью, он выберет кого-то, кому он не будет испытывать столько эмоций, кого-то, кто не будет его так внутренне триггерить, чтобы он чувствовал спокойствие и не выходил из собственной зоны комфорта. Но пока что карты указывают на то, что вы имеете для него высокую ценность. И как бы там ни было, что бы между вами ни было, вы вызываете у него большое количество бури, эмоций. И тут вот уже карта мира, тут уже вопрос в том, что человек либо завершит эти отношения, потому что не выдержит внутреннего вот этого состояния, либо он все-таки трансформируется на новый уровень. Тут уже, конечно, от человека зависит. Но чувство вызываете не просто любовь, тут что-то большее. Королева Пентаклей. Все через ценности. Вот реально все через ценности. Двойка мечей, семерка Пентаклей, туз мечей, шестерка жезлов. Реально тут прям какая-то, вы у него, ну, вы как, знаете, роковая женщина, которая вызывает у него большое количество разных эмоций. Большое количество. Вот вы вытягиваете из человека нутро и показываете ему то, где он конкретно на себе, скажем так, ну не экономит, а скорее, где он себя обманывает, где он хочет. Вы пришли для того, чтобы поменять его жизнь, для выхода на следующий уровень. Если человек сильный ментально, он пойдет с вами. Если нет, сдуется. Честно скажу. Действия будут, колесо фортуны будут, но опять же, колесо фортуны всегда про цикл. Один заканчивается, снова начинается. Мы сейчас посмотрим, как. Луна, ну, естественно, туз кубков, страшный суд. Слушайте, судьбоносные какие-то действия будут в вашу сторону. По Луне, не знаю, то ли он будет под чем-то, ну, под эмоциями, да, не обязательно мы сейчас говорим про что-то негативное. Но тут про проявление чувств и эмоций. Тут как будто бы будет какая-то ситуация, созданная бессознательно им, которая покажет истинные его чувства к вам. Но человек вернется в вашу жизнь, если его нет. А если есть, то давайте так, по колесу фортуны действия будут закручиваться так, что человек проявит свои чувства и свои желания и ожидания в отношении вас. Каким-то образом, может быть, сам того не понимая. Потому что вы для него необычная женщина. Вот такой был первый вариант. Спасибо большое. А мы идем дальше. А мы идем ко второму варианту. Король жезлов. Девочки, кто загадал короля жезлов, здравствуйте. Смотрим его мысли о вас. Его чувства к вам. И действия. Будет ли он действовать в загаданный вами срок? Если да, то как? Если нет, то почему? Сейчас на вас нужно кое-что посмотреть. Так, давайте. Его мысли о вас. Десятка кубков, королева кубков, десятка пентаклей. Вот тут вот прям все, семейные карты. Желание с вами семьи, желание отношений. Не знаю почему. Если вы на него смотрите, человек не действует, ну не знаю, вы в голове у этого человека достаточно. Давайте так, если это прошлое отношение, вы человека оставили след,
И ничего подобного он не встречал и не чувствовал, потому что вы вот какая-то вот его семья, вы до сих пор родной для него человек, что бы там ни происходило. То есть есть какая-то связь с вами, не знаю, сердечная, эмоциональная, психологическая, чувствительная, неважно. То есть у человека все еще есть какие-то чувства к вам, все еще есть какое-то желание, какие-то, возможно, даже мечты, есть понимание вашей важности в его жизни, при этом такое сердечное, потому что все-таки кубковые карты. Но осознание в области головы, да, что мы все-таки смотрим мысли. То есть человек понимает, что он к вам чувствует. Человек понимает, насколько вы для него важны. Человек понимает вашу ценность в его жизни. Если вы с человеком общаетесь, я вас поздравляю, у человека здесь прям намерение в отношении вас, при этом какой-то семьи, более того, на перспективу про что-то десятка пентаклей, да, про что-то более стабильное, серьезное. Возможно, это такое еще, знаете, переосмысление своей роли, важности, мужской роли в жизни вашей, понимание, что нужно больше зарабатывать, что с вами будет рост, что с вами будет хорошо, что вы та женщина, с которой можно создать действительно что-то качественное и комфортное. То есть это есть. Давайте чувства посмотрим. Королева жезла, а тут вообще приехали. Ехали и приехали. Вот так вот. А в чувствах скрыто большое количество эмоций. Эмоциональные, возможно, вот почему-то хочется сказать по пажу мечей и королеве жезлов эмоциональная зависимость и страх. То есть, тут опять же, по пажу мечей это какие-то, знаете, вот что-то не выросло, вот что-то внутри, он где-то не созрел, где-то к чему-то. То есть, может быть, человек учится там правильно любить, правильно проявлять свои эмоции. У него вылазит большое количество страхов того, что что-то не получится, что-то будет не так. При этом у него внутреннее ощущение преуменьшения собственной ценности по пажу мечей. То есть то, где он конкретно может вам что-то не дать, что-то не... Опять же, вот даже если мы говорим в мыслях, да, есть понимание, что с вами можно создать десятку пентаклей. Конкретно вы являетесь вот этой переменной, благодаря которой он выйдет в десятку пентаклей. Он себя чувствует пажом с вами, неважно какой он, то есть это внутреннее ощущение человека, почему-то психологически вы вызываете у него такие чувства. Может быть, если вы фактически, там, допустим, живете вместе, вы больше зарабатываете, да, либо вы более реализованы, вы более молодая, неважно, что-то у вас есть какое-то преимущество, которого у него нет. И вот это прям, оно его оно вводит, потому что, скорее всего, то преимущество, которое есть у вас, ему бы хотелось иметь. Чего-то у него нет. Вот чего-то у него нет. При этом чувство к вам — это такое восхищение, это желание. Я просто почему-то не вижу вот этой любви, да, то есть на уровне головы есть понимание, а на уровне чувств выходят другие ощущения. Возможно, это более первостепенно важное. Что еще за чувство его? Вот смотрите, восьмерка пентаклей, колесница. Стабильность, качество, все хорошо, ценность, императрица. Но тут как будто бы признание вашей ценности, но вот я не вижу глубины. Человек как будто бы глубже не ныряет в свои чувства почему-то. Либо еще к чему-то не созрел. Но опять же, ценность ваша есть, чувство. Может, это его такое проявление любви, кстати. Да, то есть я ее выбрал, я вот долгое время там не мог определиться, вот я ее выбрал, это и есть показатель моей любви. Потому что человек может через телесные какие-то моменты проявлять любовь, через принятые какие-то решения проявлять любовь. Даже вплоть до того, что там решением уйти от нее, это любовь. Почему? Потому что она достойна большего. Да? То есть у мужчин есть такое еще, у некоторых искривленное такое понимание. Действия какие-то будут. Королева пентаклей. Может быть, кстати, от вас каких-то действий ждет. Может быть, если вы сейчас с этим человеком не вместе, это может быть случайная встреча, случайная коммуникация. Вы куда-то можете пойти, где-то его встретить. Либо это может быть случайное пересечение где-то, не знаю, может быть, опять же, луна, это когда вы не видите друг друга, но где-то там общаетесь, где-то там через кого-то что-то узнали. Но какая-то коммуникация будет 100%. Если вы с этим человеком вместе, не знаю, тут как будто бы все стабильно, но человек все еще находится в поисках того, что он вам может дать, каким образом он может вам покрыть то, что вы ему даете, каким образом он может вам дать, показать, что он вас любит, да, какие-то чувства. То есть все-таки вокруг вашей ценности все будет крутиться. Вот так вот. То есть человек в поиске того, как проявить правильно свои чувства и показать вам, что вы для него ценные. Вот такой был второй вариант, а мы переходим к
третьему варианту. Третий вариант. Кто загадал короля кубков? Девочки, здравствуйте. Смотрим его мысли, его чувства и будет ли он действовать. Если да, то как? Если нет, то, соответственно, почему? Девятка кубков. Мечтатель. Мечтает. Он о чем-то мечтает. Туз кубков. И, слушайте, третий раз королева кубков, только уже в другом окружении. Вот тут вот человек о вас мечтает. Есть чувства, есть эмоции, есть какая-то даже идеализация, романтизация, мелодрамизация. Вообще не знаю, как это все назвать, потому что явно вы можете даже ему сниться, вы можете ему приходить там под состоянием разных там состояний, в которые он может входить. Да, но тут может быть это творческое какое-то состояние, может быть не творческое состояние. Но здесь человек действительно о вас думает, мечтает. Но нет никакой четкой, знаете, вот нет никакого четкого плана действий, нет никакого четкого вот какой-то структурной мысли. Скорее всего, вы просто какие-то эмоции, чувства вызываете. Ностальгия, либо просто вот любовь. Я понимаю, что я влюбился, я понимаю, что я люблю. Вот это состояние почему-то какой-то расхлебанности, романтизации, может, осенняя хандра вообще на него напала, и он такой весь в творческом процессе мышления. У кого-то, если это какой-то творческий человек, может даже какое-то творчество создавать во имя вас, потому что, ну, у меня есть такой знакомый, кстати, у него это осенняя хандра, это такая штука. Вот специально вот здесь вот буду писать какое-то вот что-то интересное напишу. Да я сама такая, наверное. Но у меня из крайности в крайность. Вот у меня депрессия, то я пишу книгу, кстати, никак не допишу. Вот. Ну, он такой, весь в мечтаниях, весь вот, снится могли реально ему. Вот такой вот, думает о вас. Еще полнолуние у нас было. Так что да, тут человек о вас думает. Тут есть чувства, но нет ничего четкого. То есть я проявлю, сделаю какие-то действия. Нет. Но есть такое вот восхищение, вдохновление, возбуждение вами. Даже чувствительное. Чувство к вам. Башня, справедливость, рыцарь кубков. Говорю, вот сейчас как поднакрыло. Не удивлюсь, если вы ему приснились. Поднакрыло, потому что вроде как пытается держать баланс, но реально вот как снег на голову, просто вот эмоция какая-то вспыхнула, какие-то чувства, романтическая какая-то, знаете, нотка, желание, возможно, даже проявиться, показать свои чувства, не знаю, там написать. Очень много кубковых карт. Может быть, даже под... Если употребляет, да, если пьет что-то, то может быть под этим. Но тут прям такая вспыхнула влюбленность. Вот так вот скажу. Вспыхнула влюбленность, пытается держать баланс, но, скажу так, не получается. Будет ли он действовать в вашу сторону? Десятка пентаклей. Давайте так, в ближайшее время, давайте так, если вот не действовал, пока нет. Потому что пока что вот по десятке пентаклей сидит в своей стабильности. Вот это его стабильность, пока что. Что-то выжидает, может, от вас какого-то действия выжидает. Хотелось бы, чтобы вы действовали. Но вообще в перспективе, да, какие-то действия будут, потому что хотелось бы с вами коммуникации. Но больше пока нет. Из своей зоны комфорта он не выйдет. Если вы с этим человеком общаетесь, то давайте так, никаких новых действий не будет, потому что что-то все еще в ожидании. Вот эта романтичность внутри есть, проявлять какие-то чувства будет, но материально, да, то есть физически как-то это подкреплять пока что нет. Пока что нет. Все равно чего-то вот... Кстати, это еще, знаете, желание вам дать что-то большее, выждать какой-то момент. Может быть такое. Ну, может еще показать вашу ценность. Но, опять же, не показать, потому что семерка пентаклей все равно, знаете, вроде как показала, вроде как и нет. Ну, давайте так, если мы говорим по чувствам, человек вот влюблен. Что бы между вами ни было, вот у него прям где-то ёкнуло в сердце в ближайшее время. Не знаю, то ли это мог быть сон, то ли он проезжал какое-то место, где вы гуляли, то ли он там вспомнил вас, то ли там, не знаю, в Инстаграм вы ему там попались в ленте, и он такой, боже, какая она прекрасная. Ну, короче, здесь что-то было, там где-то ёкнуло. Ну, пока что что-то прям качественное с этим делать он ничего не будет. Ну и последний вариант. Король пентаклей. Девочки, здравствуйте. Уже темнеет у меня, я прошу прощения, но я надеюсь, видно все еще карты. Давайте смотреть мысли короля пентаклей о вас. Чувства. Будет ли он как-то к вам действовать?
Если да, то как? Если нет, то почему? Королева мечей. Сказала, как отрезала. Да, вы такая королева мечей, мир следит за вами, подсматривает, интересуется вами. Даже, может, даже если вы общаетесь, он все равно пытается подследить, что-то там, не знаю, какие-то, что-то лайки, что-то. Короче, он подсматривает за вами. Более того, он прям уж жадно за вас вцепился. Даже если вы не общаетесь и разошлись, поверьте, этот человек вас не забыл. Более того, как будто бы не прекращает интересоваться вашей персоной вообще. Давайте смотреть, что думает дьявол, 9 кубков, умеренность. Тут прям вот такой зависший человек на вас, зависимость, желания, мечты, мысли. Но по карте умеренности, знаете, как будто бы тонет в этом как в болоте, потому что реализовывать то, что он хочет, то, о чем мечтает, он как будто бы этого не делает. И сам тонет в своих ожиданиях, мыслях, чувствах, желаниях. Ну, такое. Но мечтает. Очень много сексуальных желаний, очень много эмоционального такого зависимого состояния в отношении вас. Просто если бы не завершалось это все умеренностью, я бы не сказала. Но тут как болото уже его засосало это. Вот реально. Человек как вот в этом всем, вот в этих мыслях, он как вот... Но я не вижу реализации. Тут все только в области мыслей. Человек зависим от вас. Интерес есть к вам. Показывает, не показывает до конца этого, честно. Вот все, что он внутри, вот все, даже если он там что-то вам показывает, поверьте, внутри намного сильнее все, намного жаднее. И, возможно, это, кстати, про ревность еще. Что по чувствам? 6 жезлов, императрица башни. Да что ж везде эта башня выходила? Желание доказать вам что-то, показать что-то. Вот вы в его глазах императрица, то есть вот ваше мнение, оно важное, что бы там ни было. Желание что-то показать, доказать. Крышу сносит иногда, вот такая буря эмоций. Но я не могу сказать, что это, знаете, возможно, это уже немножко искажение от любви в плане того, что вот вы стали чем-то важным, но больше как авторитет, не как любимая женщина. И тут даже может идти от обратного, да, я докажу ей, что мне хорошо, я докажу, что я могу без нее, да, и докажу, что мне это неинтересно. Хотя, ну, опять же, если в хорошем смысле, да, действительно у человека прям вы вызываете большое количество эмоций и желаний, и есть понимание, что ради вас хочется достигать каких-то целей, ради вас, для вас. Вы важны, просто вы очень важны. Хорошо, если мы башню прочитаем, как мы можем башню еще прочитать? Это же завершение. Если, опять же, выход, реально вот желание прям вот уйти, оставить эти чувства, а он не может. А он прям не может. Вот он не проходит. Смотрите, смерть, но 4 пентаклей и 6 кубков. Он не идет в трансформацию, он возвращается как будто бы постоянно обратно. Он слишком за вас держится. Слишком. Ну, тут как зависимость больше девочки, чем что-то про любовь. Действовать будет королева пентаклей. Хотелось бы от вас действие получить. Не знаю, он ждет чего-то от вас. Он ждет какую-то инициативу именно от вас. Может быть, привык к этому, либо хотелось бы этого. Но вообще в перспективе, да, действия будут. В перспективе человек еще проявится. А если вы общаетесь с ним, тоже вот инициативу все равно больше от вас ждет. То есть большего дать пока не может. Но в перспективе он покажет вашу ценность и свои чувства к вам. Но опять же, какие чувства? Тут зависимость. Тут реально вот такая сильная зависимость. Может дать, попытаться, знаете, может, опять же, по пажу пентакли и тузу кубков ждать чего-то, чтобы дать вам больше. Может быть, знаете, его ждать зарплаты, чтобы предложение, к примеру, сделать. Либо ждать... Нет, человек проявится, он что-то покажет, как ему было нехорошо. На эмоциях может прийти. У него есть ревность очень сильная в отношении вас. Вот очень сильно ревнует. Тут прям рыцарь мечей, вот 5 жезлов, влюбленные. Реально у человека есть страх, что вы кого-то другого можете выбрать. Вот тут почему-то это слишком сейчас очень важно для него. Вот такой вариант был 4. Спасибо вам большое. С вами была ваша Каролайн. Это было гадание с любовью. Я всех обняла, поцеловала. Пока. The answers come to me. They set my spirit free.